Всем привет, мы продолжаем играть в Morrowind. Я отправляюсь сейчас в Альдрун. По ходу буду объяснять. Я, откровенно говоря, попробовал тут продвинуться дальше именно за оборотня. И путем разных ухищрений понял, что именно в облике оборотня нам ничего не светит, друзья. То есть я то ли взял на себя слишком много, когда взялся проходить за оборотня, именно на высокой сложности. То ли я что-то не понимаю, но проходить мы будем хитро дальше. Сейчас я лишнее повыкладываю. Плюс время играет сейчас против нас. Поэтому надо все сделать достаточно быстро. А именно, мне нужно забрать камни душ. Вот эти вот все. Но выложим святош. Этот поддельный камень, вообще зачем он здесь лежит, непонятно. Так. Ну, по возможности надо инвентарь, конечно, облегчить. Я потом, может быть, по ходу похожу, о чем я говорю, что я имею в виду, о том, что не светит на облике оборотня. Если кто-то проходил именно на 100% сложности оборотнем, можете написать в комментариях. Я считаю, что на запись это будет выглядеть жалко. Вне записи, конечно, поковыряться можно было бы. Чисто для себя. Шансы там есть, но это очень будет выглядеть странно. Поэтому, что мы делаем? Мы сейчас отправляемся обратно. Уже с камнями души, они будут нужны на задание непосредственно. Так, книжки. Ну, книжки пока пусть будут со мной. Что у меня тут, кстати? Поясок надеваем. Так, ну кольцо изящное, наверное, нет. Наверное, мне больше понадобится здесь кольцо Азуры. Да. Сохраняемся. И возврат. Сейчас нужно бодренько бежать. Бежать. Все увидите. Значит, одного... Подожди, что я сделал? Одного наемника я оставлю. А именно огонянина, потому что нам он там не понадобится. Нам нужно добежать до юго-восточного, юго-восточной части побережья. Потому что там находится локация, в которую нас отправит Герцин. Действительно, нужно сдать второй ночи, как мне подсказали в комментариях. Для того, чтобы Герцин заговорил и дал свое задание. Так мы и поступим. Не побрезгуем захватить тут зверушек. Их души. Они нам тоже понадобятся. Забегать вперед не буду, все покажу по ходу. Важно нам успеть по времени. Почему такая сложность? Потому что ребятки наши, наемники, агрятся на оборотня. Причем агрятся они таким образом, что начинают воевать друг с другом. Показывать, наверное, я это не буду. Но это так. Я несколько раз пытался разными загрузками. Почему-то всегда дохнет Аргонянин. Но он слабее, конечно, в ближнем бою. Так, ну вот это вот мне суета не нравится, конечно, здесь. Это тратит время, самое главное. Как-то они очень плохо агрятся на наших компаньонов. А к параличу у них, насколько я знаю, то ли иммунитет, то ли устойчивость. Поэтому алчущего призывать сюда особого смысла нет. Наша задача дотащить нашего наемника вот на этот остров. Ну просто чтобы он там стоял и не сагрился, когда произойдет превращение.
Здесь на острове вроде бы никого нет. Тут вот есть локация такая тоже квестовая. Но никого нет из врагов. Поэтому мы его здесь оставляем. А сами отправляемся превращаться. Желательно сделать это где-нибудь в безопасном месте. Тут я видел какую-то пещерку. И там тоже ребята враждебные. Причем с ведьмой. Давайте попробуем. Сохранимся, и я... все. Я еле успел, друзья, смотрите. Еле успел. У твоего повелителя есть новое задание для тебя, моя гончая. В склепах Скалара находится тотем Клыка и Когтя. Я хочу, чтобы он там и остался. Когда скалы придут за ним, убей их. Убей их всех. И защити этот тотем. Так, ну первое, что нам нужно делать, это завалить ведьму. Для того, чтобы у нас... давайте посмотрим, чтобы не быть голословным. У нас есть баф Глаз Волка. Это кошачий глаз. Заметить сущность. Это было. Это было. Это было. Это было у меня. Да, это все было. Такие вот статы. Но статы я уже показывал. И нам нужно получить баф на регенерацию. Дополнительный. Ведьма почему-то не агрится. Почему-то она то ли боится, то ли считает нашего оборотня за своего. Я предпочитаю первый вариант. Но нам нужно ее завалить, чтобы был баф. В образе волка мы сходим, конечно, в эти могилы Скалара. Я просто покажу, как это будет выглядеть. Все, баф получен. И давайте сразу сравним. Глаз волка остался. Заметить сущность осталось. Поглощение. И вот регенерация. Видите, дух волка 1 пункт здоровья нам восстанавливает. Это крайне мало, конечно. Ни на что этого серьезно не хватит. Смотрите, какой слабенький урон. Но я скажу так, что я отключил в настройках изначально, в настройках OpenMV, опцию о том, чтобы сила влияла на урон вот в такой вот рукопашной атаке. Если эту опцию включить, то оборотень становится чуть сильнее, но по-прежнему в этих руинах, гробницах, вернее, Скалара нам ничего не светит. А вот таких вот мелких противников вырезать, конечно, станет гораздо удобнее. Давайте сохранимся еще раз, и я покажу, о чем я говорю, собственно говоря. Вот они, эти гробницы Скалара, могилы. И вот так вот это выглядит. Вот такой вот урон наношу я. Достаточно слабый. То есть это 1 на 1. И вот такой вот урон наносят мне. А 1 на 1 здесь воевать проблематично будет. Потому что здесь этих ребят целая куча. Вот и все, собственно говоря. Ну, давайте для чистоты эксперимента еще разок попробуем. Если было бы пространство для маневра, вот второй согрелся, то да, возможно, я бы вот так вот бегая мог по чуть-чуть дамажить, но видите, 1-2 удара и все. Поэтому мы пойдем по другому пути. Можете осуждать меня, можете не осуждать, но я думаю, что на запись... Так, кто-то согрелся. А кто согрелся? Не вижу никого. В общем, на запись смотреть на мои вот эти приключения будет неинтересно. Вон, какой-то берсерк. Поэтому я дождусь утра и отправлюсь в эти могилы уже, так сказать, во всеоружие. Игра позволяет нам. Да что ж такое-то, вы нагрелись на меня целой толпой. А эта ведьма не боится, смотрите. Нападает смело. Сколько же вас здесь, блин?
Вот, начал я говорить о том, что, в принципе, проходя за оборотня, мы можем зачистить эти могилы в своей, так сказать, дневной, обычной, человеческой форме. Сейчас чувствую, я отъеду. Допрыгаюсь, давайте-ка мы скроемся. А то ведьма что-то жесткая попалась. Наша задача переждать ночь просто, на самом деле. Это можно было бы сделать, отсиживаясь в какой-нибудь пещере, которую я наметил, например. Но мана у ведьмы не бесконечная, поэтому вполне можно подождать, когда она закончится. Слабенький урон, смотрите, просто ни о чем. При том, что враги дамажат по-прежнему, то есть брони у нас как не было, так и нет. Вот так вот бегая вокруг, видите, шансы победить есть. Но не в пещере, которые представляют из себя эти могилы Скалара. По сути, это пещера. Она еще и лечится, тварь. Ой-ой-ой. Она полностью отличилась, смотрите. Одним хилом она полностью отличилась. А я лечиться не могу. Там еще один берсерк. Блин, ну это жестко. Это жестко. Слабенький у нас оборотень, друзья. Очень слабенький. И этот тоже хмырь лечится. Жесть. Надеюсь, теперь я ясно, в общем-то, обрисовал картину и степень сложности. И вот так вот зачищать все локации в таком стиле, наверное, не очень интересно будет. Даже мне уже надоело. Не знаю, как вам смотреть на это. Еще с учетом лечения их. Там, конечно, вот эти скалы, которые нападают на амулет, то есть в гробницах, в этих могилах, они не лечатся. И зачарованного оружия у них нет, в отличие вот от этой твари. Ой-ой-ой. Немножко надо отхилиться. Но их там очень много, этих ребят. И они спавнятся еще дополнительно. То есть мало убить тех, которые уже стоят. Они спавнятся по трое. Показать я это в облике оборотня не смогу. Мы это увидим чуть позже, когда уже пойдем зачищать конкретно. Да как нечестно, все честно. Благо стамина хотя бы не расходуется. Что странно, кстати. Почему так происходит? По идее, вещи с меня все снялись, которые были на мне. Ну, хоть не лечатся, и то хорошо. Так, ведьма готова. На это ушло... Так, дневник какой-то дополнен. Ну, это, скорее всего, задание торговой компании. Да, блин. Наконец-то. Так, там еще один берсерк. Ну его нахрен, друзья. Ну его нахрен. Давайте посмотрим, что тут с пещерой, которую я видел. Где она? Я что-то заблудился уже. Так, вот наши могилы Скалара. А пещера, она была... А вот она. Дневник почитаем. Вторая фаза строительства должна быть завершена. Да, это нам нужно на Воронью скалу. Но он, смотрите, он прибежал все-таки. Или это другой? Этот слабенький, видите, с голой жопой, поэтому мы его, я думаю, сейчас завалим. И все-таки что за пещера? Давайте-ка сохранимся. Ой. Не успел. Ну, стамина все-таки, видите, она пробивает стамину, но она быстро регенерирует. Сохранимся, я сказал. И зайдем, посмотрим.
Так, я слышал какой-то звук. Пещерка просторная, возможно, у нас будет возможность маневрировать в ней. Тут нужно занырнуть. Так, трупик, я вижу трупик. И причем не один. Ой. Так, ну этот товарищ, я чувствую, нам не по зубам в нашей форме оборотня. А если только метаться вот так. Да, жестко, очень жестко. Надеюсь, он лечиться хотя бы не будет. Мне интересно, что будет, если я у него на глазах превращусь в человека. Ну, в том смысле, что там идет же лаг по управлению. Ой-ой-ой-ой, у него еще зачарованный меч. Какой он жесткий, однако. Ну, то есть, видите, вот довольно слабый достаточно противник он. На самом деле, если разобраться. И он один. И пространство для маневра. И все равно это превращается в какое-то извращение. И наш оборотень абсолютно не боеспособен. Я уже жалею, что я взялся проходить именно оборотнем. Но по совету товарищей в комментариях, с прицелом на трибунал, то есть, чтобы, допустим, с Альмалексией сражаться вот таким вот образом. Но теперь я понимаю, что это ошибочный был выбор. И в трибунал мы пойдем обычным порядком. Даже призванными существами, там, спамя Дримор или Святош, это будет гораздо проще, гораздо зрелищнее, чем вот эта вот беготня. Короче, нет. Заморачиваться так мы не будем. Выходим из пещеры. Просто я отбегу сейчас куда-нибудь в безопасное место, чтобы можно было промотать время. В эту пещеру я обязательно вернусь позже. Она интересная. И мы ее зачистим. Можно, в принципе, подождать прямо здесь, вот у входа. Ждать не так, чтобы долго. Но мне не дают отдыхать какие-то враги близко. А какие? Вот этот вот товарищ. Голожопый опять. Ну, с такими врагами, да, наш оборотень вполне справляется. А с вооруженными и бронированными, конечно, нет. Я все равно не могу. А кто еще? Я вроде всех зачистил. О. Значит, сейчас 2 часа ночи. 5. 6. В 6 часов происходит превращение и лаг. То есть сейчас я не могу управлять персонажем. Вот, несколько секунд, получается, он длится. Ну, давайте сопротивление. Я надеюсь, что за день мы успеем зачистить эти могилы. Надеваем нашу экипировку. Наши кольца, амулеты. Так. Ну и кольцо Азуры. Сохраняемся и бежим за наемником. В пещеру мы пойдем позже, сначала по заданию. На самом деле хочется мне уже побыстрее этот... О, а ты откуда здесь? Не было же тебя. Хочется мне побыстрее пройти этот сюжет, чтобы наконец-то вылечиться уже от этого оборотня. Некомфортно играть, честно говоря, с оглядкой на время, считая часы вот эти до наступления ночи. Категорически некомфортно. Если бы хотя бы какие-то боевые параметры были соответствующие, но нет. Значит, что мы? Призываем алчущего,
Сохраняемся и заходим. Я постараюсь побыстрее. Так, кроме того, мы призываем Дремору помощь. У Дреморы, к сожалению, гномский топор беспонтовый. Но для количества нормально. Сам я ухожу на всякий случай в невидимость. Блин. Блин. В невидимость я сказал. Ну так, конечно, гораздо веселее. А камни я захватил из нашего сундучка с тем, чтобы перезаряжать меч этому. Все время хочу сказать орку. Конечно же, никакому не орку, а нашему Редгарду. Вот он уже и потратил заряды. Благо, камней мы поднабрали. Сейчас смело перезаряжаемся. Ибо без заряженного меча все будет очень долго и скучно. Но всех этих камней, скорее всего, не хватит мне на зачистку данной локации. Так, ну начнем, конечно, с мелких мы. Отлично, вот и зачарование растет. Перепризываем алчущего. Сохраняемся. Лутать этих ребят будем потом. Нам, по-моему, сюда. Так. Благо, хорошо на них действует паралич. И, в общем-то, 1 на 1 вообще они ничего из себя не представляют. Дальше будет сложнее. Не скажу, что это интереснее будет. В чем цель такого вот именно усложнения, непонятно. Какая геймплейная ценность у этого задания, честно говоря, затрудняюсь сказать. Ну, кроме затягивания геймплея, опять я вот по-прежнему настаиваю на своем мнении. Это просто затягивание геймплея. А прохождение за оборотня то ли не тестировали, то ли как-то делали спустя рукава. Так, но вон наша цель, то есть то, что нам нужно защищать. И сейчас они будут спавниться здесь пачками. Наша задача стоять возле сундучка и ждать прихода этих охотников. Вроде бы они должны приходить. Либо спавниться где-то здесь. Так, ну здесь еще какие-то проходы. И тупик. Ой, сундучок. Ну давайте для разнообразия вскроем сундучок. Такой вот разнообразный геймплей в этом прекрасном дополнении. Боевой молот ран мы брать не будем. Здесь заначки никакой нет, поэтому смело возвращаемся. Привыкаешь к таким вот высоким прыжкам. О, вот он. Которые делают оборотень. Честно говоря, мне их не хватает. Кончились заряды, походу. Так, ну здесь, смотрите, пришел второй. Соответственно, мы призываем опять алчущего. Призываем Дремору. Вот их уже двое. И, видимо, придется призывать еще и Святошу. Все-таки. Накладывать заключение я на них не буду. Потому что это сагрит кого-нибудь. А агрить я никого не хочу. Вот третий уже прибежал.
И как вот здесь я бы проходил оборотнем? Против троих. В замкнутом пространстве. Сколько их всего, я, честно говоря, не знаю. Но они будут набегать вот так вот. Волнами. На меня не агрится, это уже хорошо. Уже счастье. Дремора нам попался неудачный в этот раз. С какой-то древской дубиной беспонтовой. Так, и Алчущего нужно призывать заново, потому что у него тратится мана, и он перестает накладывать паралич. Так, Дремора ушел, но пока что без него справиться, я думаю. И надо как-то момент улучшить, перезарядить меч нашему Редгарду. Если успею. Смотри, они ему еще и повреждают доспехи. Но это алчущий, скорее всего. Так, пока затишье, давайте-ка мы перезарядку сделаем. Святошу тоже, в принципе, можно перезаряжать. Но пока что это не горит. Так, а вот пепельного упыря я зря использовал. Пепельного упыря мы побережем. И вот у нас осталось всего, по сути, 6 камней заряженных. На всю битву может не хватить. Но пока так. Пока что так. Святошу перезаряжать пока не будем. Сохранимся. Сейчас наверняка придут еще ребята. Вопрос только, где они спавнятся. Вот они. Так, Святош у нас покинул. Давайте, наверное, побережем Святош и призовем Дремору. Ну, кстати, с Клейморой. В этот раз Дремора хороший попался. А, я не отдал меч. А, я тупень-то, я же не отдал ему меч. Тогда Святошу призываем. Все же. Святоша с параличом. Надо успеть подкинуть меч. Блин, не успею. Вот это тупость, конечно. Вот это тупость. Так, что-то не нравится мне, как работает наш алчущий. Надо его перепризвать. Так, один есть. Блин, как же я так тупанул-то с мечом? Блин, и третий прибежал. Да что ж такое-то? Так, и Дремору. Дремору и, наверное, еще и этого. Кланфира. Дремора попался на этот раз с посохом. Это не особо крутой. Ну и походу нашему наемнику придется доигрывать эту партию без меча. В рукопашную сражается. Вот это дичь, конечно. Так. Алчущий снова. Святоша нас покинул. Лечится наш Редгард. К сожалению, алчущего, видите, зажали. Он не может парализовать вот того вот вояку. Может быть, у меня получится. Давайте-ка мы попробуем. У меня вроде бы есть. Что-то у меня было на паралич. Хамелеон, хамелеон. Либо каким-нибудь жахнуть его свиточком. Так, это все хамелеон. Вот, паралич, но всего на 5 секунд. И это кольцо. Так, еще раз, как оно? Кольцо взгляда медузы. Ну-ка, давайте попробуем.
Взгляда медузы. Не вижу его. А вот оно. Отражение. Это я на Дримору все-таки наложил. Ну блин. Здесь мы, наверное, не сможем никого эффективно парализовать. Еще и третий прибежал. Отражает магию. Ладно. Заниматься дурью не будем. Возвращаем. Что мы возвращаем? Возвращаем кольцо Азуры. Также возвращаем Дримору. Так, Дримора с топором получился, но не самым лучшим. Но пока что Алчище раздает паралич, это хорошо. К сожалению, наш Эдгард выступает чисто мясом. Танкует, если можно так сказать, не нанося урона. Причем против двоих. И лечится. Ну, конечно. И полечить мы его здесь, в этом замесе, конечно, никак не сможем. Так, зря я Святошу перепризывал, конечно. Надо Алчищего перепризывать, потому что паралич он перестал накладывать. Так, Дримора, по-моему. Нет, Дримора с нами. Дримора пока с нами. Ну вот такая вот получается такой замес. Еще раз я, пожалуй, напомню, что в облике... Ой-ой-ой, смотрите, как их покоцали. В облике... Как его, господи, блин. В облике оборотня нам здесь ничегошеньки не светило. Либо я тут 3 дня бы ковырялся, бегая от них по всей пещере, прячась где-то, восстанавливая здоровье. Его же нужно еще восстановить. Ну, короче, такое. Потом ради интереса можно посчитать, сколько их тут всего было. Когда будем лутать. Но лутать с них, видите, можно только разве что на продажу вот эти вот доспехи. По 1000 они стоят. Перепризываем Алчища. Видите, мы одного убиваем, а тут же прибегает новый. Неплохой Святоша, смотрите, с ростовым щитом как раз. То есть тот, который нам и нужен. Такого бы Святошу встретить где-нибудь, чтобы захватить этот щит. Души уже не столь актуальны. Дримора обновляем. А вот ростовой щит, кстати, неплохой. Смотрите, попался Дримора с дубиной доэдрической. Или это эбонитовая? Нет, это эбонитовая. Но все равно неплохой. Еще было бы неплохо видеть время, потому что если я внезапно превращусь вот в этой толпе, то скорее всего придется грузиться. Так, опять паралич закончился. Что, последний, что ли? А, нет. Рано, я обрадовался. С дубинами такие. Доспехи у них такое ощущение какие-то рандомные. То есть часть меховые. По-моему, они средние. Ну-ка. Средний, легкий и тяжелый. То есть вот так вот они в сборном доспехе. Что попало. Так, Дримору надо обновить. Святошу надо обновить. Дримора с какой-то колотушкой гномской. Да и Святоша не лучше появился с коротким мечом.
не зачарованным. Можно было еще поиграть, конечно, через усмирение, попробовать. Но опять же, не в облике оборотня, а поусмирять их именно вот человеком. Ну, это тоже все извращение, я считаю, затягивание, опять же, геймплея без какой-то реальной необходимости. Одно из лучших моих зачарований последнего времени — это вот это толчище. Без него, как бы мы проходили, я даже не представляю. Вот этот цветоша получше, видите, с мечом хотя бы длинным. Можно его даже бафнуть. Вот таким вот бафом. И Дримору бы обновить тоже неплохо было. Вот он. Ну, неплохой меч. То есть, видите, они еще и оттесняют этих нападающих. То есть, как бы вот вон того сундучка квестового. Все, наконец-то. Дневник дополнен. Я убил всех воинов скалов, которые пришли, чтобы найти тотем клыка и когтя. Сам тотем трогать мы не будем. Он как лежал в том сундучке, так и будет лежать. Единственное, посмотрим, нет ли здесь других сундучков. Других нет. Сколько время? Час дня. В принципе, у нас есть еще время на прочие наши действия. Давайте отзовем алчущего, вернем меч. Ну и починиться бы надо. Надо орка починить. Этого. Почему все время я называю его орком? Привычка, друзья. А Витгарда нашего надо, конечно же, починить. Пока у нас затишье. Так. Щит покоцанный. Неплохо ему покоцали броню. Но все мы восстановили. Возвращаем. Все как было. Ну и давайте лутаться. Заодно считать их. Первый. Здесь, по сути, брать с него нечего. Я буду брать самое легкое. Видите, перчатки стоят 1000, весят 8. Щит стоит точно так же 1000, но весит 20. Единственное, я бы его взял для проверки емкости. Серебряная клеймора нам совершенно не нужна. Весит она 25. Легкие вот эти доспехи я брать вообще не буду. Итак, первый. Второй. Третий товарищ. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Так, 9, значит, у нас здесь только было. Откуда я пришел? Вспомнить бы еще. Да, вот отсюда. 10-й товарищ. Одиннадцатый. 12, 13. То есть, ну, минимум 13. Возможно, если туда пройти еще по коридорам, там еще есть, но маловероятно. То есть 13 минимум. При том, что спавнятся они там в конце по трое. Ну что, давайте еще, кстати, починим эти найденные доспехи, чтобы продать их удачно.
Заодно качнем кузнеца. Вот, и проверим емкость. Чисто так. Вот этого щита. Емкость его всего 10. То есть, в принципе, он нам особо-то и не нужен. Емкость перчаток 10. Наплечники 10. Кинжал 7. Ну, наверное, на этом я серию закончу. Не знаю, насколько это интересно. Также оставляйте свое мнение по поводу дальнейшей тактики. То есть, либо мне страдать оборотнем, либо вот все-таки таким образом проходить. Не знаю, что будет там в финальном замесе, где лабиринт с оборотнями был и будет, видимо, вот с этими товарищами. Там либо придется как-то пробегать под невидимостью, либо что-то хитрить, мудрить, но не знаю. Призыв с нами, если, конечно, это не в облике оборотня. А в облике оборотня по возможности нужно будет их просто всех оббегать, страдая, перезагружаясь. И, короче, боль и страдания. На этом все на сегодня. Спасибо за внимание. До новых встреч.